Здравствуйте! Сегодня будем готовить крем для декора. Это не совсем обычный крем. Он готовится на плавленных сырках, на шоколаде. Очень хорошо подходит для рисования. Можно делать цветы, можно работать с трафаретом. Есть у него также большое преимущество. Он не тает при жаре, наоборот, имеет свойство подсыхать, как БЗК. Готовится этот крем очень просто и быстро. Рецепт есть в описании под видео. Для крема нам нужны вот такие ингредиенты. Вначале растопим шоколад, так как нужно, чтобы он еще немного остыл. Наливаем кипяток и сверху ставим мисочку с шоколадом. В данном случае я использую кондитерский шоколад, не темперированный, он лучше всего подходит к этому крему. Оставляем вот на 5 минут на кипятке. И после 5 минут шоколад смешиваем, он очень хорошо топится. Хорошенько смешиваем, такой, чтобы он был полностью однородный. Ставим на стол и оставляем остудиться. Пока шоколад будет немножко остывать, мы займемся другим процессом. При выборе плавленных сырков обратите внимание на цвет. Выбирайте такие максимум светлые сырки, чтобы потом добиться белого цвета в креме. Также обратите внимание на вкус плавленного сырка. Нам нужен просто классический вариант – сливочный плавленый сырок. Плавленые сырки должны быть комнатной температуры. Добавляем сюда пудру. И теперь с помощью миксера нам нужно разбить плавленые сырки. Этот процесс занимает минут 5-6. Нам нужно добиться, чтобы плавленые сырки стали такой однородной массой. Поначалу плавленые сырки пойдут комками, но потом постепенно он становится более мягким и превращается в такую сырную мягкую массу. Во время этого процесса желательно один раз остановиться, соскрести все со стенок к центру и пробить еще раз хорошенько миксером. Вот так он выглядит. Но это еще не конечный результат. Камера не передает, но здесь все равно есть мелкие крупинки. Поэтому теперь мы сюда добавляем сметану. Смешиваем миксером. Сметана нужна для того, чтобы была хоть какая-то влага для окрашивания. Теперь по желанию добавляем ванилин и также добавляем сюда уже шоколад. Шоколад у нас уже остудился. И если в градусах, то это приблизительно где-то 31-32 градуса, 30 градусов. Вливаем сюда часть шоколада и смешиваем. Смешиваем до тех пор, чтобы шоколад соединился с сырной массой. И добавляем следующую порцию. Таким образом вводим сюда весь шоколад. Ну и завершальный процесс. Это нужно еще пробить вот этот крем либо блендером настольным, либо ручным блендером. Пробиваем несколько минут до однородности и выкладываем в чашу. Сразу после приготовления можно его использовать для работы. Лучше его хранить, конечно, всегда под пленкой, либо в закрытом контейнере. Потому что этот крем имеет свойство подсыхать как в помещении, так и в холодильнике. Этот крем достаточно практичный и удобный для декорирования. Но единственное, нужно учитывать его вкус. Все-таки вкус у него необычный. Он сладкий, но с такой соленой ноткой. Этот крем прекрасно окрашивается. Его можно сделать как белым, так и окрасить в любые тона, которые нам нужны. Окрашивать можно также и жирорастворимыми красителями, и водорастворимыми. А в следующем выпуске я покажу, как этот крем в работе. Будем рисовать вот этим кремом простую цветочную композицию. Если что-то пропустила, задавайте вопросы в комментариях. Напоминаю, что вся нужная информация также есть в описании под видео. На этом пока. До следующего выпуска.